Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу, как установить живые обои абсолютно бесплатно, без регистрации SMS на рабочий стол. Программа, которую я буду использовать, очень простая, от установки до настройки. И это все с открытым исходным кодом и нормальной поддержкой двух мониторов. И самое главное, интерфейс на русском языке. Если посчитаешь это видео полезным, обязательно поддержи лайком, колокольчиком и подпиской. Ну что же, не буду затягивать, берите чаек, печеньки, а я начинаю. Для начала переходим по ссылке в описании. В меню слева нажимаем на клавишу «Скачать» и собственно на клавишу «Инсталлер». Запускаем приложение. И да, я рекомендую все, что вы загружаете на свой компьютер, предварительно проверять на вирусы. Конкретно этот файл я проверил, все чисто. Открываем скачанный файл, выбираем «Установить для себя» или для всех пользователей системы. Оставляем русский язык и указываем путь, куда нужно установить программу. Я оставляю без изменений. Дальше выбираем, нужна ли программа в автозагрузке. Жмем «Далее» и при появлении дополнительных компонентов соглашаемся. Ожидаем завершения установки. Самое время ее запустить. Вновь выбираем, нужен ли софт в автозагрузке и нажимаем клавишу «Дальше». Пользовательский интерфейс я оставляю обычным. Установка завершена. Диалоговое окно уведомляет нас, что приложение свернуто в трее. Кликаем по нему правой кнопкой и нажимаем «Открыть». Перед нами предустановленные обои. Кликаем на любые, чтобы проверить, как это работает. Неплохо. Теперь вновь открываем программу и кликаем на шестеренку внизу. Здесь софт можно настроить под себя. Например, в разделе «Производительность» задать автоматическую остановку воспроизведения при открытии любого полноэкранного приложения. А во вкладке «Аудио» установить необходимую громкость, если вы планируете использовать обои со звуком. Самая главная настройка открывается через трей, и в ней можно изменить практически все. Правой кнопкой «Настроить обои». Появляется меню с множеством параметров. Например, на этих обоях можно включить или выключить аудиовизуализацию. Или изменить радиус перемещения эффектов. В общем, настроек множество. Теперь обсудим, как установить обои, которые находятся не в библиотеке. Вновь кликаем по ссылке в описании и переходим на сайт с множеством уже готовых обоев. Кликаем по любой категории и выбираем то, что нам нужно. Как говорится, дело вкуса. Я же пропишу в поиске, например, «Космонавт». Кликаю по первой ссылке и справа нажимаю «Скачать обои сейчас». Теперь вновь через трей открываю Lively. Слева кликаю на плюс и выбираю обзор. В появившемся окне указываю путь к ранее скачанным обоям. Ничего не добавляю, просто нажимаю ОК. Выглядит хорошо и самое главное, бесплатно. Что касается нагрузки на систему, у меня приложение задействует около 5% процессора и 160 мегабайт оперативной памяти. Вот и все. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, что помог и видео оказалось полезным. И конечно, будет безумно здорово, если ты подпишешься на канал, чтобы не пропустить следующие видео. На связи был АСВ. Играйте в хорошие игры, а мы еще увидимся.